Да, да, и так далее. Когда начинать, когда сигнал хвостом, так можно начинать. Да, здравствуйте. Я снова в зеленой студии, где буду рассказывать про времена года. Вивальди мне? В аппаратной, вы там спите, что ли? Да, о. И снова здравствуйте. Да, времена года, то есть 4 сезона. Это, наверное, наиболее популярные концерты Вивальди. Он их написал в Мантуе под впечатлением от местных красот. К концертам прилагались сонеты собственного сочинения, чтобы почтенной публике было понятно, на что обратить внимание. Приход весны, встречая звонким пением, летают птички в голубых просторах, и слышен плеск ручья и листьев в шорах, колеблемых зефира дуновением. И так далее. С точки зрения змеи, год тоже начинается весной. Змеярд, Змеяпрель, Змеяй. Это весенние месяцы любви. Бабочки порхают, мышки резвятся, птички, цветочки, одуванчики и все такое. Змея может погреться, например, на теплом пне. Когда змея лежит на пне, ты не тревожь ее напрасно, ведь в полудреме, полусне она внимательна вполне, ее укусы ядопасны, не предлагай себе кусок, ее стремителен бросок. Поэзия, деликатесы, нега и отдых, Палаццо Дукале и Белла Синьора. Концерты Вивальди имели особый успех, как и другие произведения маэстро Иль Прете Росса, то есть рыжего священника, как его называли. Но в целом Вивальди нельзя назвать удачливым. Он всю жизнь трудился скрипачом-виртуозом, преподавателем, импресарио, композитором. Одних только опер написал что-то за 90. Но жил небогато. Короткий период популярности сменился забвением аж до 20 века. Это Уолтер Крейн, модерн. На ту же тему. Узнаете мотивы Боттичелли? Связь времен. А это Джузеппе Арчимбольдо. Он жил примерно за 150 лет до Вивальди и большую часть жизни работал в Вене придворным художником. В том числе по костюмам и декорациям для театральных постановок. Но портреты он тоже писал. Вот, например, его портрет Максимилиана II и Марии Инфанты Испанской. Обратите внимание на характерную для всех Габсбургов массивную нижнюю челюсть и губу у обоих супругов. Они, конечно, двоюродная брат и сестра. А это их не вполне нормальный сынок, алхимик-коллекционер Рудольф II, с теми же чертами и золотым руном. После такой придворной красоты неудивительно, что Арчимбольда привлекали овощи. В сыром виде и в виде аллегорий, в том числе сезонных. Он был тогда сверхпопулярен. Всем хотелось аллегорий во дворцах, и он их производил в избытке. Он уже овоществил Адама и Еву и собирался уже забросать овощами самого Него. Но, как говорится, не сложилось. А потом об Арчимбольдо хорошо забыли и вспомнили только в 19 веке. Ведь он, наверное, был первым сюрреалистом в живописи. Как Вивальди, наверное, был первым импрессионистом в музыке. Столько умных слов. Но вернемся к нашим сезонам. Пока я рассказывала про Вивальди и Арчимбольдо, проползли летние месяцы, змеюнь, змеюль. И тут я вспомнила анекдот. Змея, то есть крольчиха, подбегает к норе и кричит в нее: «Заяц, ты дома?» Она так своего кролика называла зайцем, для повышения у него самооценки. «Ты дома?» – значит, кричит. А в ответ не то чтобы тишина, а такое шуршание вместе с шипением и чавканием. «Мне кажется, там не кролик», – пробормотала крольчиха. «Неужели я снова невеста?» Представляете? Снова невеста. Да. Значит, потом у нас месяцы змея-август и серпентябрь. Это самые змеиные месяцы. Праздник урожая, свадьбы, толстые мышки. Змея тоже приобрела вес, нагуляла авторитет и ищет, где бы ей залечь. Так как далее, аж до весны, наползает холодный змеябрь. И змее полагается спать, иначе она замерзнет. Если ее разбудить в это время, то что же это будет, змея-шатун? То есть настоящее недопустимое безобразие. Ползи к спасительной норе, стоит змеябрь уж на дворе, стоит змеябрь уж на дворе, и нужно спать тебе в норе. Стоял змеябрь, змея лежала, и недоступно ее жало.
Что я тут рассказывала про Вивальди, Арчибальда и зачем? Пора спать.